Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Дольче Габбана. Сегодня бренд приглашает нас в самое сердце Милана, где в рамках недели моды именитый итальянский дом устроил презентацию новой коллекции «Весна-лето 2026», которая, как всегда, уже по какой-то негласной традиции стала одной из наиболее обсуждаемых среди постоянных клиентов, стилистов, критиков, да и всех, кому интересны любые события в модной индустрии. В день презентации все началось немного не так, как принято. Ни с музыки, ни с выхода модели и даже не с впечатляющего оформления выставочного пространства. Показ начинался с ощущения, что вот сейчас случится что-то необычное, возможно, не совсем запланированное в сценарии модного шоу. Этим событием оказалось появление в зале Мэрил Стрип и Стэнли Туччи в образе Миранды Присли и Найджела Киплинга. Находясь в Милане на съемках кинокартины «Дьявол носит Прада 2», они прибыли на модное шоу Дольче Габбана, расположившись в первом ряду аккурат напротив Анны Винтур, ставшей прототипом образа холодного редактора в фильме. Под вспышки фотокамер они обменялись улыбками и легким приветствием. Это был эффектный момент и отличный старт к не менее эффектному дефиле, которое в ожидании важных гостей задержалось почти на 40 минут. Впрочем, подобное опоздание в расписании модных показов давно уже привычная норма, что никак не затронуло значимость и интерес публики к самой коллекции. Ведь главная тема сегодня – повседневность, превращенная в роскошь. Доменико Дольче и Стефано Габбана решили продолжить взятый ранее в мужской линии курс и опять устроили на подиуме настоящую пижамную вечеринку. Так что пижамы, которые чуть ранее носили парни, теперь перекочевали и в наш девчачий гардероб. Они буквально стали центром весенне-летней коллекции, логическим воплощением основной идеи дизайнеров, которые последние 4 десятка лет не устают говорить о моде без правил, о личном выборе и спонтанности. Но, разумеется, Доменико и Стефано не просто скопировали уже имеющиеся хлопковые комплекты в полоску. В своей манере они украсили их всем тем, без чего мы, девочки, не представляем одежду. Речь идет о миниатюрных букетиках цветов и гроздях кристаллов, которые отлично смотрелись с кружевными лифами, боди на выпуск и даже с брючными костюмами поверх все тех же пижам. Модели выгуливали и строгий блейзер, и кожаный бомбер-блузон, стильный тренч и меховое пальто. И будто найденный по случаю винтажной лавки парчевый жакет. Популярную тему смокинга творческий дуэт также переиграл на пижамный лад. Крой вышел в разы свободнее, а силуэты еще более очерченными за счет белой канвы. Здесь же на подиуме нашлось место не только удобным домашним комплектам для сна, но и откровенно бельевой эстетике. Она, к слову, с Дольче Габбана со дня основания бренда. Поэтому порой вместо брюк на девушках были надеты прозрачные чулки до бедра. А еще кружевные бюстгальтеры, соблазнительные платья-комбинации, атласные корсеты с акцентной шнуровкой, полупрозрачные шифоновые двойки. Причем полоска и цветочный декор здесь прекрасно уживаются с леопардовым принтом. Характерная для пижам гамма оттенков от небесно-голубых, мятных, светлых коралловых и более темных бордовых ближе к финалу показа гармонично наполняется черным, идеальным для будуарных нарядов. Из обуви главная героиня новой коллекции сегодня отдает предпочтение двум вариантам, легко балансируя между уютом и глянцем. Это изящные босоножки на шпильке с тонкой перемычкой у пальцев, которые, как оказалось, лучше всего стилизовать с простыми черными носками. Либо пушистые домашние тапочки, да, они снова с нами, и, судя по всему, надолго. Все как будто говорит: «Я могу быть роскошной, но мне не нужно это кому-то доказывать». Общее настроение поддержали в модных аутфитах сумки. От крошечных до вместительных, из кожи, меха, плетеные в технике макраме. С обвесами в виде ключей, словно девушки всего на минутку выпорхнули из дома в ближайшую кофейню, вот тут, за углом. Не заморачиваясь по поводу домашней одежды, правда не забыв сделать идеальный макияж. Их бьюти-образы были почти безупречны. Сияющая кожа, спокойный взгляд, красота без надрыва. Элегантность как привычка, а не как демонстрация. Что хотелось бы добавить в итоге, друзья? Общий шум вокруг показа весенне-летнего гардероба бренда оказался таким громким, что легко можно было бы забыть про саму одежду. К тому же звездные гости модного шоу существенно перетянули внимание. Но если отодвинуть весь хайп, коллекция вышла честной, цельной и очень Дольче Габбана.
Дизайнеры снова в легкую превратили обыденное в роскошь и напомнили: стиль строится на игре, на свободе, а не на жестком контроле, на расслабленных силуэтах, на удовольствии и комфорте. И в этом главный кайф. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Интересно, кто-нибудь из вас готов вот так запросто разгуливать по улице в полосатой пижаме? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Всем красоты, новых модных открытий и смелых стильных решений. Целое море позитива, добра и только солнечного настроения.